Государственное бюро расследований Украины заподозрило бывшего депутата от ОПЗЖ Вадима Рябиновича. Она заподозрила его в госизмене. Украинские следователи вменяют Рябиновичу то, что он распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию. По версии Киева, он делал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету и безопасности Украины и помогал руководству России достигнуть своих военно-политических целей. Также его планируют объявить в международный розыск. Напомню, что Вадима Рябиновича год назад лишили украинского гражданства. Вот, Максим Юрьевич, что говорит на это международная правовая практика об уголовном деле для лиц, лишенных гражданства? И по одной из версий он сейчас находится в Израиле. Пойдет ли на это Израиль? Выдаст ли он Рябиновича Украины, если он все-таки там? Нет, Израиль не выдает граждан Израиля. Раз он там, наверное, он гражданин. Наверное, я не знаю. Это раз. Два. Кроме него аналогичное обвинение недавно предъявлено заочно Мураеву, тоже депутат бывший парламента. Я просто знаю обоих, хотя давно мы не общались и давно не виделись. Но почти одно в одно. Только Мураеву еще написали, что он организовал телеканал «Наш», который, оказывается, распространял плохую пропаганду, и это все что-то подорвало, и было в связи с военными решениями. Я хочу кое-что объяснить. Давайте, я буду объяснять сейчас как юрист, как прокурор, потом как политик. Сначала как прокурор. То, что там СБУ или ГБР, или кто там еще есть, НАБУ, милиция, полиция, кому-то что-то предъявят, это не значит, что человек это совершил. Это не значит, что он виновен. Это они подозревают, что он такое совершил. Для того, чтобы предъявить подозрение в том или ином преступлении, орган расследования собирает определенные доказательства. Эти доказательства – ничто до рассмотрения дела в суде. Еще раз, по украинскому закону до рассмотрения дела в суде никакое доказательство не играет никакой роли. Только все те доказательства, которые были получены в суде, либо исследованы судьей в суде. А все до – это предварительная, назовем так, стадия. Она нужна для того, чтобы прокурор формировал мнение о виновности или невиновности лица. Понятное дело, что там, где дела нужны, сейчас говорю как политик, дела нужны для того, чтобы отвлечь внимание пипла и переключить его с собственной задницы на задницы чужие, там начинают возбуждаться такие вот дела дежурные о госизменах каких-нибудь очень знаменитых персон, чтобы люди отвлекались и верили в это все. Вот видите, там подозрения, обвинения, розыск, все это такое. Это не значит, что люди получат обвинительные приговоры, не значит, что этот приговор устоится в высших судебных инстанциях. Во всяком случае, в нормальной стране. Понятное дело, что сегодня украинская система правосудия разорвана, она полностью подмята под желание президента. Это крайне страшно и крайне плохо, но сегодня это так. Пока это так. Итак, для того, чтобы предъявить людям по госизмене какие-то подозрения, ничего ж поймать не могут, да, там, не могут же доказать, что, оказывается, там тот же Рабинович, допустим, был агентом, завербованным каким-нибудь Моссадом или еще чем-нибудь. И вот встречи были, фотографии, как он встречался, аудиозаписи, полученные им за это что-то, то есть задание. Рабинович с фотопленкой, с маленькой, там что-то фотографирует, таинственные документы. Такого ничего нет, потому что этого, скорее всего, нет. Это все чушь. Надо что-то придумать. И придумывается картинка госизмены. Берут слова любого человека сегодня, в том числе Рабиновича, который был явно не согласен с политикой Зеленского, Порошенко. Во всяком случае, он так говорил. Я сейчас не буду говорить, он хороший или плохой. Он очень много говорил, яскраво. Так вот, берутся слова того или иного человека и проводится специальная судебно-лингвистическая экспертиза, где эксперт, лингвист, отвечает на вопросы, которые ему поставило следствие. А есть ли в этих словах что-нибудь плохое против нашей страны? А есть ли в них что-нибудь, что он человек косвенно или прямо поддерживает врага? А находятся ли эти слова в причинной связи с какими-то наступившими последствиями? И так далее и тому подобное. И вот должна быть экспертиза, хоть что-нибудь, да, чтобы потом прокурор мог сказать: я предъявляю этому человеку подозрение или обвинение.
Раньше это называлось обвинение, сейчас это называется подозрение. Я предъявляю этому человеку подозрение, потому что вот он такое наговорил, это было специально, он изменник. А где же берется этот эксперт? Как пишется эта экспертиза? А вот здесь самое, для тех, кто с этим не сталкивался, это тайная кухня, а для тех, кто знает, как работает система правоохранения, особенно сегодня, это не тайная кухня. Часть экспертиз может быть проведена в государственных институтах судебных экспертиз, допустим, КНИИСЭ, Киевский исследовательский институт судебных экспертиз. Там просто эксперт получит команду от директора института и выполнит ее, и напишет то, что нужно. Потому что эксперты не несут особо ответственности, их пока никто не хватал за что-нибудь. И они могут написать все, что угодно. А есть просто специально созданные эксперты, которым помогли получить лицензию в Минюсте о том, что они могут проводить лингвистические экспертизы. Они сидят на зарплате у правоохранительной системы, получают достаточно неплохо, и просто клепают эти экспертизы. Надо плохую, написали плохую. Надо хорошую, написали хорошую. И эта экспертиза является как бы для прокурора основанием, для прокурора, для ГБР, для СБ, для полиции основанием для начала преследования человека. Вынесения ему подозрения, объявления в розыск и так далее. Я понятно объясняю? Да, То есть конечно. это абсолютно не значит, что это чушь, которая называется судебно-лингвистической экспертизой современной у нас в Украине. Что она потом будет применена, устоит и что ей поверят. Хотя, конечно, если спустится команда в суды, признать, провести такое неправосудное правосудие, то, наверное, поверят. Но в любом нормальном суде она потом разломается. Давайте на пальцах, я знаю, на примере Мураева. Да, ему там вменяют, что он этот канал наш создал, и этот канал плохой, и он там все плохое говорил. Это что же должна быть за лингвистическая экспертиза? А вы же понимаете, как работник ТВ, что канал телевизионный – это постоянные встречи, ток-шоу, общение, споры, вопросы, ответы, декламирование, новости, бегущие строки и так далее и тому подобное. Это постоянно. И это какую по размеру надо провести экспертизу, чтобы взвесить этот канал по судебно-лингвистическим вопросам о смыслах слов, сказанных на канале за время его существования? Вы размер этой экспертизы представляете? Это невозможно. Я не знаю, сколько. Совершенно верно, невозможно. А знаете еще в первую очередь почему? Даже не вопрос о размерах. Связать невозможно. Невозможно связать завтрашнее ток-шоу со вчерашним ток-шоу. Кто говорил тогда, что говорили сейчас. Потому что любая защита скажет минуту. Это был ответ на конкретный вопрос, который был задан в конкретном контексте, в конкретное время, в конкретной программе и так далее. То есть это все чухня, это ерунда. Эта экспертиза не стоит ничего. Она нужна, повторюсь, только для того, чтобы пролаять в эфире о том, что мы объявили подозрение, будем разыскивать, и там причинять какие-то проблемы этим людям, которые считаются врагами режима. Да, хотела добавить, что иногда даже та или иная редакция телеканала, она может делать пометку, что, например, не несет ответственности за сказанные слова журналистам в эфире, за заданный ему вопрос. И как конечно, либо это написано в трудовых договорах. И все, и нет и ничего не стоит эта экспертиза. И потом, мы привели с вами вот сейчас, так знаете, раз, два, три, уже 3 пункта, по которым умный адвокат заявит в суде столько ходатайств, что у судьи ручка отпадет, он устанет записывать это все. О проведении новых экспертиз. Это не значит, что СБшники провели экспертизу, и она окончательная. Ничего похожего. А защита проведет свою экспертизу в более солидном учреждении, за рубежом, в конце концов. Получит другую точку зрения. И что тогда? Все, нет госизмены. Мисс Вито, какова ваша профессия? Сейчас я парикмахер. Парикмахер. Что послужило поводом вызвать вас в качестве эксперта по автомобилям? Ничего. Чем же это доказать? Мой отец был механиком. Его отец был механиком. Отец моей мамы тоже был механиком. 3 моих брата механики. Мои дяди механики. Итак, мисс Вито, если вы так хорошо знаете все об автомобильной технике, как проводится регулировка зажигания на модели Chevrolet Bel Air 1955 года с двигателем объемом 3 литра и спаренным карбюратором? Подлый вопрос. Это значит, что вы не знаете? Это несерьезный вопрос, на него нет ответа. Господин судья, я отказываюсь признать свидетеля в качестве эксперта. Вы можете ответить? Нет, это вопрос-ловушка.
Почему? «Шевроле» не выпускали с мотором объемом 3 литра до 1962 года. А на модель Bel Air он был поставлен только в 1964 году. Но в 1964 году регулировка была на 4 градуса ниже мертвой точки от перемычки. Я признаю свидетеля. Задумайтесь, госизмену сейчас людям выписывают. Госизмена статья, где пожизненная, по-моему, предусматривается. Выписывают просто за слова на основании экспертизы прирученного карманного эксперта. Все те, кто работает таким образом, полагают, что они вечны и что все это забудут. Сегодня настолько все обострено, что как раз они ходят по острию ножа. Кто заказывает музыку, вполне может когда-нибудь куда-нибудь улететь. А эти винтики никуда не улетят, а достать их будет очень несложно. Поэтому я вам просто сейчас объяснил, что вот это обвинение людей в госизмене на основании лингвистических экспертиз их высказываний – это Филькина грамота. И в нормальном суде подобное обвинение разлетается в пух и прах. Что дает такое обвинение людям, в отношении которых его выносят? Если они политики, то это очевидное политическое преследование. И чем больше подобных фактов будет, тем больше нынешнее правительство и сам президент Зеленский притягивает на себя негативное внимание и создает фон человека, который преследует инакомыслие в своей стране. А те, кто вынужден выехать со страны и получили подобные липовые обвинения, становятся жертвами политического режима со всеми для них правами и возможностями.